Всем привет! Вы на канале Шифр Земли. Про Бермудский треугольник снято уже столько всего. Инопланетяне, порталы, Атлантида. Мне это не интересно. Мне интересно другое. Что реально происходит в этой части океана? Почему корабли уходят на дно за 40 секунд и не оставляют вообще никаких следов? Почему опытный военный летчик в 1945 году потерял ориентацию в ясный день и угробил 14 человек? Я покопался в реальных документах, военно-морских рапортах, научных работах. И, честно говоря, реальность оказалась страшнее любой легенды. Всем приятного просмотра, мы начинаем. 25-я параллель северной широты, 71-я западной. Здесь, в Северной Атлантике, между побережьем Флориды, островом Бермуда и Пуэрто-Рико, лежит акватория, которую боялись задолго до того, как у нее появилось имя. Площадь от 500 тысяч до 1,5 миллиона квадратных миль, в зависимости от того, как проводить линии. Глубина в южном углу достигает 27 493 футов. Это самая глубокая точка всей Атлантики. Называется она Милуоки. И именно сюда уходили те, кого больше никто никогда не видел. Первая статья о странных исчезновениях в этом секторе появилась 17 сентября 1950 года. Журналист Эдвард Ван Винкель Джонс, корреспондент Майами Геральд. Затем была публикация Джорджа Сэнда в журнале Fate. И только в феврале 1964 Винсент Гэддис в журнале Аргози ввел термин «Бермудский треугольник». До этого момента акватория не имела названия. Имя ей дала пресса. А тела и обломки до сих пор не найдены. Самое известное исчезновение произошло 5 декабря 1945 года. Военно-морская авиабаза Форт Лодердейл, штат Флорида. Координаты вылета 26 градусов 3 минуты северной широты, 80 градусов 7 минут западной. 5 торпедоносцев Грумман ТБМ «Эвенджер». Учебное задание под названием «Навигационная задача номер 1». В кабинах 14 человек. Вылет в 14 часов 10 минут по местному времени. Командир — лейтенант Чарльз Кэрролл Тейлор. 25,5 сотен часов налета. Боевой опыт Тихого океана. Авианосец Хэнкок. Его курсанты — морские пехотинцы и один энсин ВМС. По 300 часов налета в среднем, по 60 на «Эвенджере». Маршрут предусматривал 3 отрезка. 91 градус истинного на 56 миль до отмели Hens and Chickens. Затем тот же курс еще 67 миль. Поворот на 346 градусов на 73 мили. И финальный 241 градус на 120 миль обратно. Бомбометание прошло штатно. В 15 часов крайний пилот сбросил последнюю учебную бомбу. В 15:40 инструктор Роберт Кокс, находившийся в воздухе над Флоридой, перехватил тревожный сигнал. В 15:45 радист Форт Лодердейл услышал голос Тейлора. «Не вижу земли. Похоже, мы сошли с курса». Затем последовала ключевая фраза, попавшая во все рапорты. Оба компаса вышли из строя. «Я пытаюсь найти Форт Лодердейл. Я над сушей, но она разорвана. Я уверен, что нахожусь над Кисами, но не знаю, как далеко на юг, и не знаю, как выйти к Форт Лодердейл». Это была фатальная ошибка. Тейлор не находился над Флорида-Кис. Под ним были Багамские острова. Он развернул звено на северо-восток вместо запада. В дальнейших радиоперехватах звучало: «Мы не можем найти запад. Все неправильно. Океан выглядит странно». Последняя зафиксированная фраза в 18:20. «Все самолеты, держитесь плотно. Когда у первого останется меньше 10 галлонов, идем вниз все вместе». В 19:30 с авиабазы Банана-Ривер на поиски ушел Мартин П.Б.М. Маринер с 13 членами экипажа. Через 20 минут после взлета связь прервалась. Танкер у побережья Флориды доложил о вспышке пламени и масляном пятне в той же зоне. Машина сгорела в воздухе, пары топлива. ПБМ-5 имел репутацию летающего бензобака. Огонь, статика, мгновенная детонация. За 5 суток поисков в воздухе и на воде были обследованы 300 тысяч квадратных миль океана. Ни обломка, ни масляного пятна, ни спасательного жилета. 27 человек исчезли в один день. Военно-морская комиссия первоначально записала вину на Тейлора, затем формулировку изменили на «причины неизвестны». Под давлением матери лейтенанта в ходе апелляции в Совет по корректировке военно-морских записей запись была окончательно изменена. Имя командира очистили, причина не установлена. Это был не первый случай. 16 февраля 1918 года из Рио-де-Жанейро в Балтимор вышел угольщик класса «Протеус». Длина 542 фута, бортовой номер АЦ-4, имя
USS «Циклоп». Командир — лейтенант-командер Джордж Уорли. На борту 306 человек и 11 тысяч тонн марганцевой руды. 20 февраля судно прибыло в Сальвадор, 3 марта — внеплановый заход в Барбадос. Капитан жаловался на трещину в цилиндре одного из двигателей и перегруз. Местная комиссия рекомендовала идти в США. После выхода из Барбадоса «Циклоп» исчез. Расстояние до Балтимора — 1800 морских миль. Ни одного сигнала бедствия, ни одного обломка, ни одного тела. Это крупнейшая некомбатная потеря в истории военно-морских сил Соединенных Штатов. Поисковые операции велись больше века. Дно сканировалось, сонары работали. Корпус не найден до сих пор. Официальное заключение военно-морского флота. Ее исчезновение остается одной из самых необъяснимых тайн в анналах флота. Самое жуткое не это. Самое жуткое в том, что у «Циклопа» было 3 однотипных судна — «Протеус», «Нереус», «Юпитер». 23 ноября 1941 года «Протеус», шедший с грузом бокситов, исчез в той же акватории. 10 декабря того же года в той же акватории исчез «Нереус» с теми же бокситами. Ни обломков, ни сигналов, ни тел. 3 однотипных корабля, 1 маршрут, 1 судьба. Контр-адмирал Джордж Ван Дёрс позже выдвинул техническую версию. Продольные стальные двутавровые балки длиной по всему корпусу подверглись коррозии под воздействием угольной кислоты. При перевозке плотной руды нагрузка распределялась иначе, чем при угле. Балки лопались, корпус ломался пополам. При шторме это занимало секунды, но версия объясняет инженерию. Не объясняет, почему ни один из 3 кораблей не успел выпустить даже короткую радиограмму. В январе 1948-го исчез Авра Тюдор-4, бортовой ГАХНП «Стар Тайгер». Перелет Азорские острова, Бермуда. На борту 31 человек. 17 января 1949-го там же исчез его близнец ГАГРЭ «Стар Эриэл». Перелет Бермуда-Кингстон, 20 человек на борту. Оба самолета работали на пределе своей дальности. Малейшая ошибка пилотажного оборудования, и островок размером в 21 милю в длину просто не появлялся под крылом. 28 декабря 1948 с радаров пропал чартерный Douglas DS-3, бортовой NC-16002 на маршруте Сан-Хуан-Майами. 32 человека. Совет гражданской авиации признал, данных недостаточно для установления причины, даже масляного пятна не нашли. И это в зоне, плотность судоходства в которой одна из самых высоких в Атлантике. Дно под Бермудским треугольником — это неровная поверхность. Это разорванный геологический ландшафт. Континентальный шельф у Флориды резко обрывается. Глубины уходят с 200 метров до 4000 за десятки миль. На юго-востоке зияет жёлоб Пуэрто-Рико. Длина 800 километров. Глубина в точке Милуоки — 8380 метров. Если поставить туда Эверест, его вершина окажется на 1,5 километра ниже уровня моря. Это самая глубокая впадина всей Атлантики. Корпус судна, ушедшего туда, не найдут никогда. Ни одна спасательная операция не достанет до этого дна стандартными средствами. Но дело не только в глубине. Геологи Морской геологической службы Соединенных Штатов задокументировали в этом регионе крупные подводные хранилища метангидратов. Это твердое соединение, метан, заключенный в кристаллическую решетку льда под высоким давлением. 1 кубический метр такого льда при разложении выделяет до 160 кубических метров чистого газа. Залежи лежат на склонах континентального шельфа в районе Блейк-Ридж у юго-восточного побережья Соединенных Штатов. Это горючая мина под трассой судоходства. Профессор Джозеф Монаган, кафедра математических наук Университета Монаш в Мельбурне. Его студент-почетник Дэвид Мэй. В 2003 году они опубликовали работу в американском журнале физики. Лабораторная установка. Вертикальные стеклянные пластины. Между ними вода. Снизу запускается пузырь газа. На поверхности плавает акриловый макет корпуса. Камера с высокой частотой кадров фиксирует, что происходит дальше. Результат. Судно теряет плавучесть за секунды. Когда метановый пузырь поднимается со дна и выходит на поверхность, плотность воды в его теле падает до нуля. Корабль перестает чувствовать опору. Архимедова сила исчезает мгновенно.
Корпус проваливается вертикально вниз. Воздух из надстройки вытесняется. Через 10-15 секунд судно уже на 200 метрах. Через 40 секунд — на 2000. Никаких сигналов, никаких обломков, никаких масляных пятен на поверхности. Пузырь забирает их с собой при схлопывании. Для авиации эффект другой, но не менее фатальный. Метан легче воздуха в 2 раза. Поднявшись над поверхностью, он образует вертикальный газовый столб. Самолет, входящий в него, теряет аэродинамическое сопротивление под крылом. Подъемная сила исчезает. Двигатель внутреннего сгорания, всосавший вместо воздуха метан, либо глохнет, либо детонирует. Высота 2000 футов превращается в землю за 8 секунд. Без шанса. Без передачи. Морская геологическая служба утверждает, что крупных выбросов гидратов в Бермудском треугольнике за последние 15 тысяч лет не зафиксировано. Это официальная позиция. Но геологи Норвежского центра исследований арктических газовых гидратов, окружающей среды и климата, задокументировали в Баренцевом море кратеры диаметром до 800 метров и глубиной до 45. Каждый — след выброса. Дно помнит то, чего не видели свидетели. Над этим геологическим минным полем работает Гольфстрим. Это не просто течение, это водная река, которая по объему превосходит сток всех рек планеты вместе взятых, более чем в 25 раз. На выходе из Флоридского пролива Гольфстрим имеет ширину около 64 километров и глубину около 400 метров. Скорость в стержне потока — 4-5 узлов. Это около 9 километров в час. У мыса Хаттерас поток уходит на северо-восток и сохраняет ту же скорость на протяжении всей траектории. Вот почему поисково-спасательные группы береговой охраны выходят в район последнего радиосигнала и не находят ничего. За 6 часов после катастрофы Гольфстрим уносит обломки на 50-60 километров от точки гибели. За 12 часов — на 120, за сутки — на 200. К моменту прибытия первого самолета на координаты передачи там пусто. Спасатели работают в зоне, которая уже не имеет отношения к месту происшествия. Капитан тонущего судна, успевший в последнюю секунду отправить сигнал бедствия «Мэйдэй», передает координаты по своему счислению, по тому маршруту, которым он шел по карте. Гольфстрим на это поправку не делает. Корпус ушел на дно одной точкой, а сигнал бедствия указал на другую. Между ними миля или 10 миль. Спасатели прочесывают чистую воду. Это не паранормальное явление. Это гидродинамика, против которой работает любая логика береговой операции. Гольфстрим опасен еще и тем, что его тело создает собственный микроклимат. Теплая вода греет воздух над собой. Над потоком формируются грозовые фронты. Когда холодная воздушная масса с северо-востока сталкивается с этим теплым языком, рождаются грозы со скоростью образования в 10-15 минут. Их не успевают засечь метеорадары. Их не предсказывают сводки. Шквал бьет пилота низколетящего самолета в момент, когда он этого не ждет. Молния поражает антенну, электроника гаснет. Связь с Землей прерывается на полуслове. 27 марта 1971 года танкер «Тексака Оклахома» длиной более 180 метров, водоизмещением свыше 20 тысяч тонн, шел в 90 милях к востоку от мыса Генри. Северо-восточный ветер свыше 50 узлов. Высота волн до 25 футов. Танкер переломился пополам. Корма продержалась на плаву 36 часов. Из 44 членов экипажа спаслись 13. Береговая охрана и Национальный совет по транспортной безопасности зафиксировали. Судно соответствовало всем нормам. Структурного дефекта не было. Танкер был сломан внешней силой. Эта сила имеет имя — блуждающая волна. Английский термин «rock wave». Долгое время океанологи считали такие волны выдумкой моряков. Оптические иллюзии, преувеличение после стресса. До 1 января 1995 года, когда на нефтяной платформе Дропнер в Северном море приборы зафиксировали единичную волну высотой 25,6 метра. Лазерный альтиметр оставил протокол. С этого момента наука признала феномен. Теория формирования. В Бермудском треугольнике сходятся ветровые системы 3 направлений. Атлантические штормы с северо-востока, тропические циклоны Карибского моря, зимние холодные фронты с континента. Эти ветровые поля накладываются друг на друга в одной акватории. Их волновые группы интерферируют. Когда несколько волн с разных направлений приходят в одну точку с подходящей разностью фаз, амплитуды складываются.
Высота результирующей волны может в 2-4 раза превышать обычный шторм. 30 метров — это 10-этажный дом. Стенка такой волны почти вертикальная. Она бьет в нос судна и ломает корпус, как сухую ветку. В районе Гольфстрима к этому добавляется фактор противотока. Когда штормовой ветер дует против течения, волна получает подпор. Тело течения упирается в фронт. Гребень растет. При скорости встречного ветра 20-25 узлов в Гольфстриме формируются волны амплитудой, эквивалентной полному шторму открытого океана. Этого боятся капитаны контейнеровозов, идущих по трассе Майами-Атлантика. Этого не было видно с борта «Циклопа» в марте 2018 года. Этого не было видно с борта «Стар Тайгер» в январе 48-го. 40 секунд, и судна больше нет. Теперь о навигации, о компасах. На карте магнитного поля Земли есть линия, на которой истинный север совпадает с магнитным. Эта линия называется агоническая. Точка на ней не требует поправки на магнитное склонение. Современные навигационные карты показывают агоническую линию в Соединенных Штатах вдоль меридиана, проходящего через Висконсин и Мексиканский залив. В прошлом эта линия пересекала западную часть Бермудского треугольника. Сейчас сместилась. Магнитные полюса не стоят на месте. Что это означает на практике? Пилот 45-го года, идущий на компасе и карте, на агонической линии не вводил поправку. По обе стороны от нее поправку вводить надо. Если пилот пересекал линию и не корректировал курс по новому склонению, он начинал отклоняться. На дистанции в 100 миль ошибка в 5 градусов дает смещение почти в 10 миль. На дистанции в 300 миль больше 25. Маленький остров в океане при таком смещении не появляется в зоне видимости. Бермуда — 21 миля в длину, в океане размером с континент. Но история про лейтенанта Тейлора в декабре 45-го еще хуже. Перед вылетом наземная команда обнаружила, что во всех 5 «Эвенджерах» отсутствуют бортовые часы. Считалось, у каждого пилота есть наручные. Навигация по счислению требует точного измерения времени. Расход топлива, пройденное расстояние, поправка на ветер — все привязано к секундомеру. Без часов курсант не может проверить расчет инструктора. Когда Тейлор объявил, что компасы вышли из строя, никто из 4 курсантов не мог подтвердить, где они находятся, по своим приборам. Дисциплина субординации сделала остальное. Звено пошло за ведущим в открытый океан. Геомагнитные искажения в этом районе действительно есть. Они невелики по амплитуде, но реальны. Записи береговой охраны и Национального управления океанических и атмосферных исследований фиксируют локальные колебания напряженности поля. На современную электронику это не влияет. Глобальные системы спутниковой навигации работают без ошибок. Но компасу старого образца достаточно отклонения в 3-4 градуса, чтобы за час полета вывести самолет за пределы видимости берега. Таким образом, у Бермудского треугольника есть целая система причин. Глубочайшие впадины, исключающие подъем обломков. Метангидратные залежи, способные при выбросе снять плавучесть с любого корпуса. Гольфстрим, уносящий следы и создающий собственные шторма. Блуждающие волны на пересечении ветровых полей. Агоническая зона с компасными ловушками. И транспортный поток, через который ежегодно проходят тысячи судов и десятки тысяч авиарейсов. На статистике большая выборка превращает редкие совпадения в регулярные исчезновения. Морская служба охраны Соединенных Штатов на официальных запросах отвечает прямо. Бермудский треугольник не признан ею как зона повышенной опасности. Лондонский страховой синдикат Lloyds не повышает ставок при проходе судов через эту акваторию. Совет по географическим названиям Соединенных Штатов не вносит этот регион в реестр официальных географических объектов. На уровне документов треугольника не существует. На уровне статистики тоже. Австралийский исследователь Карл Крушельницкий в 2017 году заявил журналу Independent, что в процентном отношении число происшествий здесь не отличается от любого другого участка океана с сопоставимым трафиком. Это официальная сторона, но есть и другая. Иван Сандерсон, биолог и исследователь, в 1972 году опубликовал в журнале «Сага» статью под названием «12 кладбищ дьявола». Он картировал на глобусе 12 точек, которые, по его данным, имели аномальное число пропаж судов и самолетов. 10 из них располагались строго симметрично. 5 на параллели тропика Рака, около 23,5 градусов северной широты. 5 на параллели тропика Козерога, на той же широте южного полушария. Плюс 2 географических полюса. Эти точки получили название
скверные вихри. В список Сандерсона вошли Бермудский треугольник в Атлантике, море Дьявола у побережья Японии, зона у Гавайских вулканов, точка к юго-востоку от Африки, точка в Южной Атлантике, точка у острова Пасхи и зеркальные пары в южном полушарии. Сандерсон утверждал, что в этих местах сходятся теплые и холодные течения, создавая электромагнитные помехи и нарушая работу навигационных приборов. Море Дьявола, японское название Мано-Уми, также драконий треугольник, расположено к югу от Токио, между островом Мияко, Бонинскими островами и приблизительно широтой Ивадзимы. Площадь спорная, размеры в источниках разнятся. Отчет газеты «Йомиури» от 1950 года дал координаты 200 миль с запада на восток и 300 с севера на юг. Японская служба безопасности на море в 1953 году объявила опасным 10-мильный сектор вокруг рифа Мёдзин, где активна подводная вулканическая деятельность. 24 сентября 1952 года Гидрографическое управление Японии направило в этот район исследовательское судно Кайо-Мару номер 5 для изучения подводного вулкана. На борту 31 человек. Судно исчезло. Позже обломки были найдены. Установленная причина — извержение подводного вулкана в момент прохождения судна. Океан в точке извержения поднялся столбом и накрыл судно сверху. Вода была насыщена газом и потеряла плотность. Это первый научно задокументированный случай гибели судна по описанному Моноганом механизму. Чарльз Берлиц в книге «Драконий треугольник» 1989 года утверждал, что между 1952 и 1954 в этой зоне погибло 700 человек, 5 японских военных кораблей плюс гражданские суда. Ларри Кушки в книге «Тайна Бермудского треугольника» раскрыта 1995 года показал, что часть упомянутых судов погибла за пределами очерченной Берлицем зоны, что военных кораблей среди них не было, а большинство пропавших были небольшими рыболовецкими судами без надежной радиосвязи. Но факт извержения и гибели Кайо-Мару не оспаривается. Геологическая общность зон Сандерсона существует, и Бермудский треугольник, и море Дьявола лежат над активными подводными структурами. Жёлоб Пуэрто-Рико на границе тектонических плит Северной Америки и Карибской. Драконий треугольник на дуге Идзу-Бонин, цепи подводных вулканов длиной 2500 километров от Японии до Гуама. И в первой, и во второй зоне зафиксированы залежи газовых гидратов. И в первой, и во второй регулярно образуются и исчезают островки, поднимаются и опускаются банки. Дно живет. Это не легенда, это сейсмологические протоколы. Что общего еще? Теплые течения, проходящие над холодными глубинами, Гольфстрим в Атлантике, Куросио в Тихом океане. Перепад температур создает зоны атмосферной нестабильности. Грозы формируются над теплой поверхностью. Магнитные аномалии локальной природы фиксируются в обеих точках. Все эти факторы существуют по отдельности в десятках мест планеты, но их схождение в одной точке — это редкость. И именно в таких точках планета становится статистически опасной. Является ли это системой? Геологи не дают однозначного ответа. Точки Сандерсона не находятся над одной геологической структурой, они не связаны общим разломом, но объединяет их общая широта, границы тропиков. Зона, где криволесовая сила работает иначе, где океанические течения отклоняются особым образом, где атмосфера встречает встречные ветровые потоки. Если это система, то ее правит не мистика, а ротация Земли и ее внутреннее тепло. И это возвращает к исходному вопросу. Что такое Бермудский треугольник на самом деле? Это акватория, в которой случайно сошлись 5 физических факторов. Глубина, исключающая подъем обломков. Метангидратные залежи на склоне шельфа. Самое мощное в северном полушарии теплое течение. Зона атмосферной интерференции 3 ветровых систем. Линия совпадения магнитного и истинного севера в эпоху, когда люди летали на компасах. И на этой акватории на протяжении 100 лет проходили миллионы судорейсов и авиарейсов. Совпадение редких событий с большой выборкой дает статистику пропаж, которую публика воспринимает как аномалию. Военно-морской флот Соединенных Штатов и береговая охрана не нашли в этом регионе ни одного фактора, требующего сверхъестественного объяснения.
Но они и не утверждают, что регион безопасен. В декабре 45-го 300 тысяч квадратных миль океана не выдали ни одного обломка 14 человек с 5 «Эвенджеров». В марте 18 года 306 человек с борта «Циклопа» исчезли без масляного пятна. И это в эпоху, когда у Атлантики еще не было орбитальных спутников. Сегодня ситуация иная. Пилот современного авиалайнера ориентируется по системе глобального позиционирования с поправкой инерциальной навигации. Капитан контейнеровоза получает прогноз волнения с интервалом в 3 часа. Радиолокаторы засекают шквал за десятки миль до его прихода. Спутниковая связь работает в полусекундной задержке. Самолет, потерявший двигатель, успевает передать координаты до удара о воду. Эпоха немого исчезновения закончилась в 70-х годах XX века. Но геология не изменилась. Залежи метангидратов на дне все там же. Гольфстрим течет с той же скоростью. Жёлоб Пуэрто-Рико также глубок. И блуждающие волны, признанные наукой только в 90-х, продолжают подниматься в зонах интерференции. 24 февраля 2013 года круизный лайнер Dream в этой акватории попал в шквал. Корпус выдержал, но если бы это произошло на торговом судне меньшего класса в 80-е годы, расследование могло бы пополнить список Берлица. Будет ли новый удар? Океанологи отвечают так. Метангидраты в Атлантике стабильны на текущем температурном режиме, но температура воды в Северной Атлантике повышается. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, средняя температура поверхностного слоя за последние 40 лет выросла. Это увеличивает вероятность дестабилизации придонных гидратов. Не сегодня, не завтра, но в обозримом геологическом окне такая дестабилизация ожидаема. То, что в эпоху Колумба компас крутился в этой акватории без видимой причины, то, что в марте 18 года 306 человек ушли на дно за минуты. То, что в декабре 45-го 5 исправных торпедоносцев потеряли ориентацию и сожгли все топливо в открытом океане. То, что в январе 48-го Авро Тюдор не дотянул до острова 21 мили в длину. Все это не магия. Это результат работы самой обычной планеты в самом необычном из ее узлов. Бермудский треугольник никогда не был порталом. Он был и остается точкой схождения. Глубины, газы, течения, шторма, магнитного поля и транспортного потока. Когда эти 5 линий пересекаются, океан забирает то, что в этот момент находится на пересечении. Без объяснений, без обломков, без свидетелей. Земля не атакует здесь. Земля здесь работает в полную силу. И именно эта полная сила опаснее любого мифа, который про нее придумали. Имя у этой акватории — Бермудский треугольник, но настоящее имя — природный шторм. Тот самый, который не показывают радары, тот самый, который не предсказывают сводки, тот самый, который однажды снова найдет в этом квадрате то, что окажется в неправильном месте, в неправильное время. И тогда у нас появится еще одно имя в списке. Без обломков. Без сигналов, без тел. Вот такой ролик сегодня получился. Без инопланетян, зато с настоящей физикой и реальными именами. Если было интересно, поставь лайк, подпишись на канал. Если есть что добавить или поспорить о том, что было сказано в видео, пишите в комментарии, я все читаю. Всем до следующего выпуска. Пока.